Добрый день, друзья и любители карповой рыбалки. С вами Николаевич на рыбалке с Карпятиком. Сегодня я опять выехал на рыбалку, чему рад. Ведь недаром все говорят, что дни, проведенные на рыбалке, не идут в счет жизни. Поэтому, пользуясь этим правилом, нужно чаще быть на рыбалке. Сегодня нахожусь в Воронежской области на водоеме Заросший. Заросший не просто так его называют, а по причине того, что здесь с одной стороны мосты, а с другой стороны камышовая часть. Вдоль этой камышовой части, на расстоянии от камыша 1,5-2 метра, ну даже меньше, наверное, метра, ходит тропа рыбы. Соответственно, там амур, толстолобик по максимуму ходит и кормится по ней. Вот. Потому что рыбаки с этой стороны все кидают и запрессовали водоем с этой стороны. Соответственно, рыба уходит там, где ей безопаснее. Специфика такая, что нужно закидывать именно под камыш точно и кормиться под камыш точно. И чтобы нормально ложилось удилище, я буду ловить. Сейчас, кстати, одно из неприятностей то, что ветер тебе в лицо идет. Поэтому я буду кидать монтажом вертолет. Я в дальнейшем покажу его. Вот. И буду максимум прикладывать усилий, чтобы он лег около камыша. Легла насадка около камыша. Вот. И также я буду кидать со стиками, без стиков. Если стики будут тормозить, значит я буду без стиков ставить и закидывать в ту сторону. Вот. Буду экспериментировать, на что клюнет, на то и будем ловить. Так что вперед на рыбалку. Итак, друзья, как вы видите, сейчас очень хороший приличный ветер, поэтому я использую вертолет для закидывания. Груз на конце. 2 резинки. Я не делаю его навороченно, обычный, чтобы он держал хорошо. И здесь оснастка. Так, у нас оснастка здесь с таким вертлюжком. Как его назвать, не знаю. В общем, неважно. Берем бойл. Я ловлю здесь на скорике. То есть хочу поставить 2 удилища на скорика, 2 удилища. Один Сурс и другой Робин Ред с попапом. Поэтому для того, чтобы он далеко летел, я не буду вешать сюда никаких дополнительных стиков и еще чего-то такого. То есть в полете я думаю, что груз 130 грамм утащит хорошо этот вертолетик, и он ляжет хорошо на дно. То есть в полете он так, в принципе, будет вращаться. Вот. Так как ветер все-таки не утихает, он хороший, то, в принципе, это даст мне возможность пробить там метров от 80, 80-85. То есть я ровно положу оснастку, без всяких проблем. Еще, наверное, придется придерживать леску, чтобы дальше не улетел. А если стик одеваешь, то он не долетает, тяжелый. Ну что, закидываем. Идеально легло. Ну, примерно в метре. Это максимум. Так, друзья, я хочу поставить Сурс. Насадил его одиночный. Вот. Но пока объясню, почему я вам это показываю монтаж. То есть я использую пенку ПВА, который обхватил крючок, чтобы он держался фиксирован. То есть при закидывании он не обматывался было об крючок. Вот, он хорошо летит и, в принципе, не дает запутаться был вокруг крючка. И еще его плюс то, что он все-таки он плавучий материал, не сразу растворится. То есть пока он так же, как стик, будет сдерживать крючок при опускании на дно, вверх будет его держать. Вот. И примерно вот так ляжет, и потом уже, в принципе, правильную позицию для засечки примет. Вот. Что, закидываем.
Итак, друзья, я решил в каждом видео освещать какие-то вещи, как это все сделано у меня. В принципе, какие-то небольшие полезные советы. Ну, начнем. Смотрите, у меня был садок, естественно, китайский. И у него сумка так вся порепалась. Какой-то пластик, что здесь, брезент непонятный. В общем, он в негодность пришел полностью. Вот. Ну, думаю, надо эти проблемы. Что, идти бешено дорогой покупать новый, он будет дорого стоить. Тогда я пошел другим путем. Я пошел в любой магазин, где продают брезентовые ткани. Где-то около 150 рублей они там стоят. И купил, ну, померив размер, купил сколько мне нужно его. Вот. Для того, чтобы сделать новый, нужно две вещи в моем полезном совете. В общем, первое, купить брезент. Второе, найти клевую тещу, которая вам сошьет это. Это гораздо будет выгоднее и дешевле. Выгоднее в том, что она под ваши размеры сошьет. И она мне сшила совершенно новый сумку по подсачек. Это у меня сумка из того же материала для переноса столика. И у меня не было под голову подсачка вообще сумок, поэтому, купив под размер, дав ей голову подсачка, также замок прикупив и взяв старый ремень откуда-то, у меня получилось, мне выдали голову подсачка, сумку под него. Поэтому покупайте брезент в магазинах ткани и просите клевую тещу, чтобы она сшила. Спасибо. Добрый день, друзья. Сейчас идет вечерняя зорька. Продолжаем ловить. Скажу вкратце так. За одни сутки мы поймали 5 рыб. Мы, это то есть я, и здесь со мной еще тесьма. Вот он 2 рыбы и я 3 рыбы. Так как у меня рыба клевала ночью, это было среди ночи, пока она меня разбудит, я сразу встаю, быстрее ее вываживать, чтобы в камыши не ушло. То есть не до съемок ночью. Так что извините. Я, естественно, всю рыбу вам покажу в конце видео. Вот. Клевали в основном тузики. Тузики это от килограмма до 1,5, 5 штук. Зеркальные, чешуйчатые карпики. Вот. Сейчас вечерняя зорька. Этот пруд специфичный, поэтому здесь именно вечером хорошо клюет. Где-то с 7 вечера и до утра. Где-то там до 8, там, до 9. Вот. Поэтому вся надежда на то, что ночью клюнет хороший карп. Я поставил камеру на помост, чтобы наладил свет, для того, чтобы снять и вам показать вываживание карпа. Вот. Днем я этого сделать не мог, по причине того, что был дурячий ветер. Плохо было кормиться, но кормились. И закидывали, и экспериментировали, все что угодно. Ну, днем только 2 тузика клюнуло, но это, в принципе, не показатель, они были случайными. Ну, за 1,5 суток я кормил здесь 2 точки. Высыпал примерно около 10 килограмм зерна. Там конопля вареная, пшеница вареная. Вот, и около 10 килограмм бойлов. Так как пруд, я еще раз повторю, специфичный, то здесь карп очень любит поесть. Соответственно, нужно кормить хорошо и много, если вы хотите поймать трофейную рыбу. Вот, а я хочу ее поймать. Поэтому я усиленно кормлю точки. Поклевка может быть неожиданно. Подойти хороший трофей может клюнуть. Здесь это очень даже возможно. Поэтому, не опуская руки, несмотря на то, что тузы ловились, все-таки я хочу поймать здесь, ну, небольшого трофея, ну, хотя бы что-то достойный экземпляр, чтобы можно было вам показать и себя порадовать. Вот. Сейчас, в принципе, сижу на помосте, буду по максимуму, пока спать не захочу уйти. Потому что вы сами понимаете, я уже вам объяснял, что если рыба клюнет, то там около 1,5 метра до камышей.
она сразу идет в камыш. Для того, чтобы она не ушла в камыш, я подзатянул фрикционы. Вот, и у меня держатели эксцентричные, они зажимают при движении удочки, они зажимают, не дают двинуться удилищу. То есть надеюсь на эти два фактора, что затянутый фрикционный эксцентричный держатель удержит удочку, то есть рыба сразу не уйдет в камыш, и мне ее удастся вытащить. Вот. Ну, все бывает по-разному, не всегда она в камыш идет, может и в бок, как сегодня. Ушла в бок, и непонятно, удочка просто даже не пиликала, а просто леска была опущена, и все. Ну, в итоге там вымотали и вытащили карпик. Так что продолжаем рыбалку, ждем трофея. Ну, надеюсь, вам нравится мое видео. Продолжаем смотреть. Теперь на что ловили? Я постоянно менял, экспериментировал оснастку. Но, зная пруд, я знал, что будет клевать на скорик и будет клевать на ход демон. Соответственно, поклевки были на скорик пердроп, на краб-банан скорик. Кто не знает, это поп-ап. Вот. И также была поклевка на ход демон плюс кислая груша. И была поклевка на монстр краб пробиотик плюс поп-ап, там селедка лихоносская. То есть вот, в принципе, очень хорошо показал себя пердроп, потому что 2 или 3 рыбы были пойманы на него. Вот. И, в принципе, как? Хочется рыбу покрупнее поймать, поэтому на ночь поставил донные бойлы с подсадкой поп-апа, вот, на 3 удилища и скорик оставил. Ну, возможно, поклевки и на то, и на то. Будем смотреть, на что подойдет крупная рыба. Точки прикормлены, точки кормил с бойлами и зерновыми. Зерновые приправлял приправил мистер Дуди, то, что бойлами кормил, заливал ход демоном с цеселем. Или же потом в дальнейшем монстр краб еще добавил, сквит октопус, заливка бойла чуть полил, чтобы был какой-то запах, чтобы рыба шла на рыбное. Запахи, на перцовые рыбные запахи. Так что ловим дальше. Доброе утро, друзья! И вот утро вторых суток, мы продолжаем ловить. Ночью ко мне приходил сосед, довольный, счастливый, поймал карпа огромного прогонистого, показывал фотографию, где-то около 12 килограммов. Вот. Что такое рыбацкое счастье? Это вот то, что он приходил и рассказывал. То есть вы можете кормиться, ловить рыбу, но именно трофейная рыба не всегда проплывает мимо вашей точки. Да, нужно прикармливать. Я прикармливал. Где-то около 15 килограмм бойлов выкинул и около 10 килограммов зерновых разных там. Вареные там конопля, пшеница там и другие прочие. Вот. Ну, в принципе, так трофей не дождался. Молодец, сосед поймал. Он стоял более на открытой воде, соответственно, как по ходу дела там гулял, вот, выходил с глубины и, в принципе, на первую удочку, которая ближе к широкой воде, у него клюнуло. Вот. Сейчас мы пойдем к нему и снимем его этот момент, самого карпа, вот. И, в принципе, он сказал, что этого карпа именно нужно отпустить, он очень красивый, что я и поддерживаю. Мы идем к нему. Давай. Так. Ну вот, давай. Называется удача какая. Вот так прям за низ. Соседи поймали сазана на 12,5 килограмм. Вместе с сеткой был 13. Ну вот такой огромный сазанище. Очень приятный, красивый. А можно его вот так чуть-чуть вверх, чтобы плавник был вверх? Да, на боком, да. Во, вообще, вот тут прелесть. Вот. Ну что, вот такое чудо утром на поп-ап. Отлично. Ну что, отпускаем.
Отпускаем красавца. Ты отойди, Отойди, закрыл это. Ага. Да, заходи, стой, заходи. Отпускаем этого красавца для того, чтобы он радовал других 22 рыбаков. килограмма. Серьезно? Ой, ошибся, 12. 12,5. О. 12,5. Да я. Сдох, наверное. Не, Давай. Потихоньку идет. Зацеловали, бля. Целовали всю ночь, вот теперь отпускаем. не, Ушел. поплыл. Ушел. Все, ушел. Уже нет. Все. Итак, друзья, пока мы взвешивали у соседа карпа, раздалась поклевка. Пейджер передал где-то за метров 200 мы были. Все-таки от пейджера далеко. Но хорошо сигналки сработали, выдал поклевку. И мы быстро-быстро стали бежать обратно, потому что поклевки пошли. Вот. И посрочно вернулись. Дальше будет видео, как оно происходило. Я получил 4 поклевки, все на скорике были. Не было огромных там трофеев, которые мы хотели. Но, в принципе, зато бодрое утро началось. Ну что, вот и моя долгожданная поклевка. Тесть! Пацак! Что-то клюнуло. Вот здесь. Выдвигай пацак максимально туда, дальше. И оставляй его. Хорошо. Все, оставляй ручку. Ложи. Слушаю, этот уже хороший. Я сейчас иду, Илья, вот думаю, глянь, а может он сюда уже пришел и тот сюда. Да нет, тот не может прийти сюда. Хотя бывает случаи, рассказываю, что за одну рыбалку 2 раза. Ну-ну. Вот к удочке стань, пожалуйста. Ага. Не-не-не, не бери. Не бери. Это он задел. Ага. Хороший какой-то. Вот он, видишь, вот это тебе везде. Я говорю, глянь, тот маленький куда притащил. Все, душку скинул, все, больше не надо. Такой килограмм на 2-3. Но все равно приятно. Да. Опа! Вот и наш небольшой. Ну, килограмм 2-3 есть. Под клюшечку. Оп. Ну что, вот и наша рыбка подоспела. Килограмма 2-3. Ну что, друзья, еще одна поклевка с той же самой точки. Видать, там проходная она. Будем стараться вытаскивать, ловить. Карпик небольшой, но приятный.
Я, конечно, не знаю, но говорят, специфика есть водоема у заросшего. Я в это верю. Вот 2 суток кормили, поклевки редкие никакие. Утро, 4-я поклевка, 1 сход всего лишь. И вот потихонечку таскаем тузиков. А где тузики? Там большие сбоку стоят. Ну вот, и есть тузик. Любит розовые. Идет постоянно на розовые. Кстати, на розовый поп-ап было такой килограммчик небольшой. Пока всех собираем, потом в конце покажу все и отпустим, естественно, часть. В принципе, с прошлого перезакидывания я вот этот поп-ап то же самое закинул. И вот на него опять клюнуло. Но я сейчас думаю все-таки обновить его и дальше попробовать ловить. Нравится ему вот такой, получается, роза-белый цвет. Ну что, друзья, подходят 2 сутки. Я с утра закормился. Больше, наверное, кормить не буду до обеда. Пусть на том корме, который есть, ходит рыба. Вот. С утра было 3 поклевки, все на одно и то же. На Флорентино. Блин. Видать, такой розовый бойл. Какой-то розовый с белым. Очень нравится карпу. Поэтому я сейчас все свои карболы переустановлю на Флорентино и на Squid Octopus у меня еще есть. В общем, поэкспериментируем немного с насадками. Не могу я без этого. Всегда эксперименты. Вот. Ну и монтаж, вот видите, груз, ну, монтаж вертолет, груз 115. Здесь 2 резинки, между ними крутится вот так при закидывании поводок. Вот здесь подчет-дрик связано. Вот. И 6, кажется. Ну, в любом случае, этот монтаж, он стоит немного. Вот, то есть прижимается. То есть примерно, если смотреть, то вот так будет на дне. То есть попа будет чуть выше. Так, приподнимать чуть-чуть. Вот. То, что и нужно. Он будет прибончивать и будет шевелиться, раздражать рыбу, которая ходит на кормовом пятне вдоль камыша. Вот. На него реагирует рыба хорошо сейчас. Поэтому будем на него ловить. Ну, если на него хорошо клюет, то что придумывать новое? Будем пользоваться проверенным старым. Я закрепсовал удилище перед выматыванием, чтобы не улетела в камыши оснастка. Ну что, друзья, взвесим итог 2 суток. Естественно, здесь тузики где-то от килограмма до самый большой, там около 2,5 килограмм. Сейчас взвесим. Почему в садке? Да потому что тузики. Был бы хороший экземпляр, каповый шоп посадили бы. Вот. 11300. Где-то грамм 500 точно весит садок. Поэтому, ну, около 11 килограмм, чуть поменьше, грамм на 200. Вот. Итог 2 суток. В принципе, больших экземпляров не было. Но не теряю надежды, буду в другой раз ловить. Думаю, добьюсь своего и поймаю свою карпу своей мечты. Зачервонец. Вот.
Пусть на меня не ругаются пока профессионалы карпфишеры. Обязательно неделю через 2 приобрету мат. Буду вам красиво показывать, целовать рыбу, выпускать. Достойные экземпляры. А пока, так как тузики, я их в садке содержу. Вот. Ну что, друзья, был с вами Николай на рыбалке Карпятик. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, пожалуйста. До новых встреч!